Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня ролик без челленджев каких-либо, потому что пока что челленджи закончились, но я тут вижу есть обалденные легендарки и тем не менее обалденные реликвии. Я вижу есть Берсерк, и в текущем патче его апнули, поэтому я хочу попробовать реализовать Берсерка. Поэтому присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если не подписан. А если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены, если что, в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. И еще такой вот момент, кто пропустил мой стрим, то во вкладке трансляции есть запись моих стримов, поэтому кому интересно, смотрите, наслаждайтесь. Сразу говорю, на стримах я не играю там на циферки и тому подобное, просто наслаждаюсь аудиторией, наслаждаюсь общением, ну, думаю, вы это прекрасно и сами понимаете. Эту игру я начинаю вместе с Марком, сегодня мы с ним тоже в пати, посмотрим, что по итогу у нас получится. Марк, я напомню, это тот человек, у которого обалденные внешки и которому, ну, нереально фартит на все, что только он хочет. Ну, не знаю, как-то у него так получается. Скорее всего, это из-за того, что он очень много задонатил в эту игру. По поводу автоматического дубляжа. Ребят, к сожалению, есть какая-то проблема. Я ее решить не могу, если что. Блин, как же мне сладко пришло, все, обалдеть. Вы просто посмотрите. И огры, и то, и все. Блин, ну, скорее всего, мне придется без хорошей экономики быть. Потому что, ну, посмотрите сами, у меня очень все хорошо пришло. Можно было бы, конечно, 2 троллей продать. Но вдруг мне понадобится через лустрик играть. Чел один шлевнул. Скорее всего, у него забагалась начальная игра, и он не смог ничего там не сделать, и он по итогу ливнул. Ну, что ж, бывает. Бывает, игра еще в бета-версии. Блин, ну не знаю. Ну, наверное, я лучше пойду тогда в уровень. Ладно, продам 2 троллей, короче, без разницы. Потом, если что, в будущем найду себе троллей. 2 Бэйна пришло, что тоже неплохо. Берем. И тролль. Опа, молнии. Отлично. Все эти предметы мне пригодятся. 2 тинкеров ставлю, потому что есть огр. Надеюсь, что в скором времени придет усиление. Мне оно надо. Ставлю, если что, тролля Хекс, который будет на 6 секунд отправлять чувака в Хекс, и он будет там чилить. На самом деле, вот этот вот герой, задумание, он очень импактовый. Когда-то у меня была идея попробовать реализовать этого героя под 4 богами и под Гримтача. Но под Гримтача старого, который накидывал на 8 целей. Сейчас, я думаю, это будет довольно-таки слабо, но в принципе, если... Ай, молодец, ой, молодец он. 2 раза Хекс в одну и ту же фигуру кинул. Какой ты красавчик, просто. Ну это лев, это тигр просто. Он такой, знаете, он перед тем, как кинуть Хекс, он такой... Ой, извиняюсь, фляга течет. Вот. Ладно. Возможно, в текущем патче под новую синергию с призмой этот герой будет по 3 фигурам накидывать свой хекс, а хекс у него нереально долгий. Ну, 6 секунд на 2 уровне, это очень много. Вы прикиньте, 3 героя просто захексить. Это очень сильно. Ты просто 3 героев выключаешь. А если там еще будет чернила Гримтача сверху наложены, то, соответственно, там и больше целей может он отправить в хекс. Ну, короче, герой прикольный. Ну, блин, его тяжело реализовать. Так, я понял. Марк будет играть сегодня через нежить, через пак мертвецов. Спасибо. Да. Ну ладно. Что ж. Пускай. Пускай играет. Пускай. Будем его контрить. Тут мне обалденное усиление пришло. Наконец-то. Теперь давай мне еще и агра в 2 звезды. И БХ в 2 звезды. Будет вообще по кайфу. Так вот, по поводу автоматического дубляжа. Я не знаю, когда эта проблема решится. Я написал в техническую поддержку, оставил свой запрос. Они написали, что никаких проблем они не видят. Скинул много ссылок на ролики. Ну, нет так нет. Что я могу сделать? Ничего, по сути. Поэтому придется немножко потерпеть с автоматическим дубляжом. Когда-то он будет. Надеюсь. Причем, на самом деле, это так странно. Я когда делал обзор на патч баланса, то, соответственно, там автоматический дубляж нормально сработал. То есть он сразу спокойненько там обработался, через полчасика он уже был. А вот 30-минутный ролик плюс, все, автоматического дубляжа нет. С чем связано? Непонятно.
Так, еще момент по поводу Берсерка, я вам не рассказал. В текущем же патче его очень сильно бафнули, это нереально мощный герой теперь. Почему? Потому что у него активные топоры раньше были, багованные, они не... Короче, он... Вот это вот, когда перезарядка проходила, кто помнит, вот над героем такая полоска белая, когда перезарядка проходила, он на месте стоял и кастовал свои топоры. Гениально, да? И просто он секунду-две кастует на месте свои топоры. Это такой кринж. Ну, это лютый кринж. Меня на самом деле это жестко выбешивало. И вот в текущем патче мы сделали то, что это теперь пассивная способность. То есть вот эти вот активные топоры, которые раньше были, теперь это пассивная способность. И что это означает? А это означает то, что вам не страшны какие-либо сайленсы и тому подобное. То есть вы спокойно под любым сайленсом, под думом кастуете свои топоры. Можете мом закидывать в этого берсерка, и все будет в порядке. И так же самое это касается волшебного зеркала 4 тира. Это предмет, который дает вам иллюзии. И вот этот тот предмет, который дает вам иллюзии, он, соответственно, позволяет вам кастовать топоры. То есть, помните, раньше была такая тема, что у антимага и обезьяны была пассивная способность, которая у них активная. То есть, там палка и взрыв, соответственно. То у берсерка сейчас такая же тема. На самом деле это очень жестко. Потому что можно это по полной программе абузить. Наконец-то мне пришло усиление. Жалко, конечно, что это пришел мне не резак, не кастрюля, как я его называю. Так можно было бы порезать. И вот на самом деле, когда вот использовать это волшебное зеркало. Если вам упало из рандомного сундука волшебное зеркало, то, соответственно, оставляйте его у берсерка. И это будет нормально, поверьте. Это будет 100% нормально, это будет не ошибкой, потому что вместо одного героя у вас будет 3 героя кастовать топоры, а это довольно-таки неплохо, так много урона, на секундочку. И там меня, кстати, в комментариях спрашивали, волшебное зеркало, это же манта из доты, она скидывает с себя дебафы? Нет, она не скидывает с себя дебафы, но есть некоторый нюанс. Нюанс заключается в том, блин, нормально мне такое усиление приходит, у меня уже весь стол в 2 звезды. Мне нравится. Жалко, что в действительности кастрюля ко мне не пришла, у меня были бы хотя бы халявные роллы. Так вот, есть нюанс. Если у вас никаких предметов на урон нету в берсерке, а есть волшебное зеркало, то вот эти вот 2 иллюзии, которые будут появляться, они тоже могут получить вместо оригинала обезруш, либо что-либо еще. Тоже вот такой вот момент. Там хекс, обезруш, тому подобное может полететь не в основную цель, а именно в волшебное зеркало, в эту иллюзию. То есть вот такой вот важный момент. Но если у вас есть предметы на урон и тому подобное, то все будет лететь в оригинал в 90% случаев. Набрался я, кстати, водички, а то что у меня иногда горло перешит. Надоело немножко. Поэтому буду запасаться водой. А то часто такое бывает, что когда я сажусь записывать какой-то контент вам, у меня с первой попытки не получается его записать. У меня получается записать его там с 3-й, с 4-й попытки. А вот представьте себе, что вы сами с собой поговорите, ну, часа 3, да? Мне, кстати, там в комментариях предложили интересную идею для спонсоров канала. Выкладывать неудачные игры. Но тоже это такое сомнительно, поэтому я хочу услышать от вас фидбэк полноценный, что вы на этот счет думаете. Даже те, кто не спонсором является. Что вы думаете на этот счет? Стоит ли выкладывать проигрышные игры чисто для спонсоров канала? Но, понимаете, я считаю то, что ниже топ-4 нет смысла даже выкладывать. Или даже если это не потная игра такая. Ну, это элементарно неинтересно будет смотреть. Ну, это как по мне. Да, я там базарю, но хрень полнейшая. Мне, кстати, такие реликвии интересные пришли. Я возьму кабанчиков. В текущем патче кабанчиков бафнули. Стол у меня хороший, в принципе, это можно спокойно сейчас сделать. Я думаю, что вряд ли мне какое-то еще жесткое усиление придет. Не, ну, если придет антимаг, я от него не откажусь. И тут я беру, если что, Святой Грааль, потому что напоминаю, что мехи имеют увеличенную регенерацию на 50%. Мало кто об этом задумывается, но вот этот Святой Грааль по итогу хилит на 50% больше в радиусе. Именно мехов. Так что имейте это в виду. По поводу кабанчиков. Кабанчиков апнули. В
принципе, сделали их, по сути, как раньше, но у них теперь есть вероятность срабатывания. То есть на 10-м раунде, если вы активируете реликвию кабанчиков, то у вас 40%. За каждый раунд плюс 2%, максимально 60% до 20 раунда. После 20 раунда снова поднимается ваш процент, и так же само по 2%. Вот, я, кстати, возьму обезьяну, сейчас куплю. Неплохо, мне нравится. Вот. С 20 раунда там начинается 60% у вас на кабанчиков, и за каждый раунд плюс 2%. И кабанчики стали безлимитные. Вот это то, вот что прям нам надо. Там уже антимаг чела нашел, понял. Я на 7 уровне не смог, он на 5 смог. Вопросов не имею. Сейчас надо расстановку поменять, чтобы он своим антимагом мне не заруинил. Просто вот этот антимаг, ну, мы все знаем, что это супербалансная фигура, резать его не надо. И этот антимаг, если будет стоять под героями с маной, он мне спокойно весь мой стол в 2 звезды заберет. Имея даже вот такой вот стол. Спокойно может забрать. На одном дыхании. У меня, конечно, большой стол. У меня еще и винстрик есть, так что вообще по кайфу. Кайфуем. Не, я бы тоже не отказался, если бы мне сейчас антимаг приперся. Я бы его поставил вместо обезьяны, было бы четко. Так вот, она безлимитная, эта реликвия кабанов. И можно ее до конца держать. Прикольная, короче, реликвия сейчас. Да, она все еще жестко рандомная, потому что придется дольше сидеть с кабанами, чтобы все кабаны у вас были по 10 монет. Но если объективно говоря, то это очень хорошая реликвия, потому что вы можете получить 80 монет. Если вот, допустим, вы играете через лустрик и не выставляете на стол какие-либо фигуры, то, в принципе, реликвия кабанов отлично будет смотреться. Так же самое, вот как у меня сейчас, видите, ситуация? У меня весь стол, он огромный. Весь стол огромный. Кстати, убийцы собираются. Вот это неприятно, потому что я хочу играть через троллей. Но тут... Не знаю. Я не хочу загадывать, потому что, ну, я сейчас загадаю. И как, знаете, назло... Как назло. Мне придет болт на 28, а не то, что я хочу. Но у меня в целом есть в голове уже картина, которую я хочу собрать. В целом. Ну, посмотрим. Да, Марк будет играть на нежити. Но, кстати, нежить это будет неприятно. Если он соберет себе 5 драконов, 6 нежити, и там будут мощные фигуры, то он меня может разорвать спокойно. И всех троллей тоже спокойно может разобрать. И вот по поводу, кстати, апа Берсерка. Я считаю, что это полностью оправданный баф Берсерка, потому что раньше, когда ты покупал эту фигуру, ты на что-то надеялся, а по факту эта фигура тебе только руинила игру. И синергия троллей по факту была бесполезна. Это даже не только синергия троллей. Вы поставите зверей, да, там топоры много урона будут накидывать, но толку от этих, ну, от этого количества урона, если он стоит 1-2 секунды на месте, кастует топоры. В никуда. Тут чел вообще Лину закинул. Интересно. Я опасаюсь убийц на данный момент. Убийца это проблема. И вот в чем фишка троллей? Троллей же, ну, мало ли того, что берсерка апнули, так и в предыдущем патче апнули в целом троллей. Сейчас, когда ты собираешь 4 троллей, ты получаешь плюс 70 скорости атаки. Это очень много. Когда ты собираешь себе 6 троллей, то там плюс 70 скорости атаки, еще есть количество стаков. И за каждую тычку ты плюс 20% скорости атаки получишь. Ну, короче, это кайфово сейчас на троллях играть. Тут, кстати, да, мне не хватит, поэтому придется вот так сделать. В принципе, не важно, как я сейчас делаю свою расстановку, я в любом случае раунд выиграю, но я привык ставить вот такую вот расстановку. Назад мы ставим фигуру ближнего боя, потому что волки туда прыгнут. И, в принципе, все. На самом деле, блин, хотелось бы, чтобы здесь из реликвии была мастерская бума, хаотичный договор. Но чего нет, того нет. Есть Мамора, кстати. Если мне фартанет, и довольно-таки рано придет нужная легендарная фигура, я просто в Мамору закину эту легендарную фигуру и все. А что делать еще? Правильно? Ну, правильно. Предметы сейчас тоже промежуточные, более-менее хорошие. Маска. Но я возьму ману. О, Хусик. Хусик, это хорошо. И Мартретка пришла. Но я бабку возьму. Бабка мне нравится. Хотя, на самом деле, может Мартретку оставить. Не, я бабку оставлю. Мне бабка как-то
больше нравится. На самом деле, если мне придет еще сейчас тролль какой-либо, то я поставлю вместо бабки лучше тролля. Будет плюс 40%, ой, плюс 40, плюс 70% скорости атаки, это будет топчик. Я, кстати, давно не записывал алхимика. Мне тоже писали в комментариях, типа, Саня, не хочешь попробовать реализовать алхимика? Это очень сложно его реализовывать, потому что, во-первых, вам нужен он, ну, максимально быстро в 2 звезды. Во-вторых, тебе нужно 6 троллей сделать. Почему именно 6 троллей? Ну, можно, конечно, и не 6 троллей, можно там всяких зверей поставить. Ну, короче, надо от ситуации отталкиваться. Но я хочу именно под 6 троллями. Почему? Потому что при 6 троллях у алхимика ломается анима... Серьезно? Мне же это сейчас не кажется, да? Мне берсерк пришел. Охренеть. Охренеть. Вот это я понимаю подгон. Мне нравится. Мне очень нравится. Это чистый кайф. Не, это походу будет моя игра. Фу-фу-фу. Я знаю такие игры. Когда игра сначала тебе дает, а потом тебе дает болт на 28. Я в шоке. Мне, кстати, очень не нравится то, что так занерфили ДК. Типа у него теперь 1,5 скорость атаки. Чтобы вы понимали, у легендарного Свена 2,0 скорость атаки. Прикиньте. Это ж такой кринж. Я, кстати, сейчас решил сделать вот такой вот мув, потому что у меня будет немного чернокнижников и синергия воинов. Там есть все-таки как-никак воины, и они меня... Ой, воины, убийцы. И они меня могут так жестко заваншотить. А берсерк считается воином, поэтому я считаю, что я сейчас сделал красиво. Еще расстановку немножко поменяю, чтобы сразу в берсерка они не полетели, потому что если полетят в берсерка, будут проблемы. Так вот, у легендарного Свена скорость атаки 2,0. А у ДК фиолетовой фигуры теперь скорость атаки 1,5. Зачем так сделали? Я не понимаю, зачем. ДК это не ультраимбовая фигура. Даже когда ты эту фигуру в 3 звезды соберешь, она тебе может не дать того результата, которого ты ожидаешь. Ну, у разработчиков там свое видение, у них там свой игровой эксперт. Короче, они там молодцы, они знают, что они делают. Я, кстати, вот так сделаю сейчас. Ну, чисто какую-либо фигуру поставлю, чтобы она была лишь бы. Такая затычка, скажем так. Ну, кабанчики, вот, видите, плохо апаются сейчас из-за того, что теперь у них вероятность срабатывания. Если бы можно было в них клевер засунуть, это было бы угарно, но в них предметы нельзя закидывать. Кстати, почитал комментарий насчет реликвии яиц плюс реликвии магического сундука. И мне пишут, что типа сейчас можно перековывать эти яйца с помощью магического сундука. Если честно, я в текущем патче пробовал это сделать, но я пробовал после 20-го раунда, и в действительности это работало. Но мне вот интересует, а если на 10-м раунде у тебя будет яйцо и будет магическая коробка, ты сможешь это яйцо переделать? Если кто-то сможет такое протестировать, то, пожалуйста, отпишите, чтобы я знал. Мне это в действительности очень интересно, потому что я мог только перековать... Ну, это было, конечно, в предыдущем патче. Может, в этом патче починили, хотя я сомневаюсь. В общем, если в этом патче починили, и теперь можно на любом раунде, на любом этапе игры перековать это яйцо, то это очень жестко. Это очень жестко. В общем, короче, я жду ваш фидбэк. У Марка там уже миллиард легендарных фигур. Понимаю. Окей. Ну, я хочу зарандомить. Ну, не, на самом деле магическая коробка тоже неплохо будет. Тинкера я сейчас продам. Я хочу поставить себе все-таки
Эх ты не, я Тинкера оставлю. Пусть у меня будет вот так. Минер, кстати, есть. Вот минер это тоже не это плохо, потому что если жесткий минер будет, то он будет стирать весь мой стол в порошок. Вот так вот вот. Давай мне минус броню уже наконец-то. Палка. Наверное, стоит все-таки взять еще плюс броню. Ладно, возьму плюс броню. И в Тинкера закину, чтобы Тинкер был немного плотнее. Хотя там маги собирается, может мне все-таки стоило поискать другой предмет какой-то. Ладно, что сделано, то сделано. Возможно, поспешил с решением. Ну, хрен с ним. Хрен с ним. Еще также написали мне в чате Телеграма о том, что Chaos Knight, рыцарь, который демон, за 2 монетки. Я, по-моему, кстати, здесь проиграл, да? Да, я проиграл. Да, я проиграл. Прикиньте. Ну вот тебе и нежить. Минер с одной мины меня стирает. Ладно. Тинкера придется продать. Поставлю лучше синергию воинов чуток. Обидно, конечно, что я Марку отдал сейчас винстрик, но, в принципе, игра зато будет интереснее намного из-за этого. Так вот, написали в чате Телеграма о том, что Chaos Knight, скорее всего, починили. Я такой, в смысле, как починили? Теперь его пассивка работает на чистый урон. Я такой, что? То есть, на самом деле, это жесткая такое вот починка. То, что... А ни хрена тебе там так легендарок сыпет. Что за бред? У него 4 легендарные фигуры на 9 уровне. Серьезно? Не, ну мне грех жаловаться. Мне на 8 упал берсерк. Но я сейчас берсерка собирать в 2 звезды буду очень долго. Я вот сейчас 10 возьму и запомните мои слова. Я буду берсерка собирать миллион лет. Давай, 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 давай. Хорош. 5700 урона у берсерка. Так, отстань. Ну хотя бы рыжий лист сейчас не под синергией зверей из-за того, что у него наследие духа огня. Кстати, вот по поводу внешнего вида моего Опа. Опа. Это мы берем. Так, что там? 8, 9. Что, ни одного кабанчика за 10 монет нет? Вот это кринж. Вот это я понимаю. Ладно, выйду из экономики. Оставлю пока что Зевса, я его потом переделаю. Немножко морских еще себе поставил, чтобы не так больно было от магического прокаста, либо, ну, от любого прокаста, можно сказать. Кроме чистого урона. Пусть будет. Мне бы, конечно, Омника сюда в 2 звезды. Вообще было бы топ. Так вот, Chaos Knight. Сейчас его пассивка дает отхил. И это на самом деле жесткий такой фикс. Потому что это многое будет менять теперь. Надо будет попробовать его записать. Я давным-давно хотел его записать, полностью показать вам реализацию. Надеюсь, у меня получится. Мне пришел берсерк. Пожалуйста, кабанчики, хоть кто-нибудь из вас, ну апнитесь уже за 10 монет, чтобы мне было куда вас поставить. Так, вот, спасибо, спасибо. Так, где-то моя реликвия. Здорово. Бэмс. Я, кстати, еще из экономики выходил, потому что у меня есть реликвия кабанов, которые мне принесут денежки. Хочу омника. Мне надо омник. 100%. Так, маги, убийцы, там пак в 3 звезды. Вот это, конечно, будет неприятно. Если там он еще и пака себе сделает под 6 богами, то мне нужно будет 100% МКБ. И что-то на магическое сопротивление. Иначе меня этот пак аннигилирует. Особенно, когда МКБ не будет. Чисто 2 тролля, поехали. Поехали топоры закидывать. Лесники. Бэмс. Сколько минус? Минус 10. Мало. Мало. Ну, пойдет. Ну, поехали ролить. Так, понял. Спектра падает. Спасибо. Очень надо. Очень надо. Ну, пусть будет. На самом деле, это не такая уж и бесполезная фигура. Так. Морская. Минер.
Так, вместо Сларка ставлю, если что, Медузу, потому что Медуза будет давать свое окаменение. И плюс 4 морских еще поставил. На самом деле, Медуза... Ну вот, в такой вот сборке, когда у вас есть Берсерк, я напомню, что Берсерк топорами бьет физическим уроном, а Медуза дает окаменение. А по окаменению физический урон наносит больше урона. Поэтому имейте в виду. Так, ну... Там 5 драконов. Можно было бы клинок понежить и взять, но там Марк перестроился. Поэтому я возьму бусы. Бусы всегда пригодятся. Ух ты, сколько легендарок сыпет. Еще и Джекира открыл, кстати. Темпларка. Да, да можно ну, как-то побольше легендарок сыпать? У меня уже места сейчас не будет на них. Еще Джекира. Еще. Ладно. У меня просто нет места, понимаете? Нет места для них. У меня кабанчики сейчас занимают очень много места. Пожалуйста, дай мне берсерков. И инвокера я, кстати, не хочу переделать, потому что инвокер мне может пригодиться. Кстати, вот так вот решил сделать. Поехали. Вот на самом деле сейчас то, что у меня кабанчики висят, это плохо для меня. О, инсектоид собирается. Сейчас мы его накажем. Готовь свою 5-ю точку, инсектоид. Как только берсерка соберу в 2 звезды, я этого инсектоида даже ощущать не буду и близко. Хотя, наверное, все-таки антимага мне придется собрать. Хочешь, не хочешь, Саня, антимага придется собрать. Он мне маг разорвал просто. Ладно, будем собирать антимага. Почему нет? Раз идет, то почему нет? Грех отказываться. Тайд. Тайд, кстати, здорово. Тайда мы берем. Плюс контроль. Усик еще идет. Хорошо. Спасибо, кстати, за берсерка. Спасибо за омника. Ладно, я инвокера... Хотя, может, не... Блин, я не знаю, переделать инвокера или не переделать инвокера по итогу. О, спасибо. Сейчас заметьте. Сейчас с переделки у меня по-любому должен берсерк появиться. Ладно, пока пусть морские стоят все-таки. Блин, броню не надо тебе. На тебе. Надо как-то так расстановку сейчас сделать. Антимага будем собирать, он у меня будет саппортом. Чисто поддержка трусов, чтобы я был намного более увереннее в себе. Будет ров. Будет смешно, короче, если у меня антимаг будет больше урона наносить, чем берсерк. Ну, такое, кстати, возможно. Такое очень даже как возможно. На самом деле... Опа, 2 яйца. Не, ну яйца надо оставить. Яйца надо оставить. Яйца пригодятся. Яйца это всегда хорошо. Яички. На самом деле, вот смотришь на мой стол, все вроде прекрасно. Оно на самом деле так и есть, все вроде бы прекрасно. Единственное, что меня напрягает, что там 5 драконов. Надо предметы будет поискать еще. Мне надо предмет 5-го тира. Криты... Ну, мне криты не надо. Аганим. Вот Аганим зачетная тема будет, потому что и под Тайда можно закинуть, и под антимага будет закинуть. Плюс берсерк у меня будет 3-го уровня топорами кидаться, это очень больно. И шанс срабатывания них намного выше. Бэмс, просто стер. Все, давай, пока. Сочувствую немного зверю, но не искренне. На самом деле, ребят, вот в текущем патче вам предметы под троллей на скорость атаки вообще не нужны. Вот, кстати, давайте поговорим по поводу топ-предметов на берсерка, которые я считаю, что они топовые. Вот, спасибо, Омник пришел. Омник это отлично. Так, ну, можно морских продать в целом. Усик идет. Пока что пусть морские будут у меня.
потому что есть маг. Как только маг вылетит, я морских разберу и, возможно, волшебников уберу. Ну, посмотрим, я буду отталкиваться то, чего мне не хватает. По поводу топовых предметов на берсерка. Давайте начнем с 5-го тира. Агоним хорош, если у вас берсерк 2 звезды, потому что вы сделаете себе топоры 3-го уровня. Это плюс урон, плюс, соответственно, выше вероятность, что они будут срабатывать. Короче, топ. Пойдет. Перчатка 5-го тира вообще must-have предмет. Топоры будут бить чистым уроном, его будет очень много. Ну и, соответственно, всякие там воины, всякие рыцари и тому подобное идут лесом сразу. Потом. Марка, кстати, снесли. Прикол. Потом криты. Тоже неплохой предмет. Пойдет. Но крит не работает на топоры, если что. Маска 5-го тира. Есть вот... Давай... О, яйцо еще одно. Блин, а если мне сейчас берсерк будет идти, то я... Я не того кабана продал. Ой, дурак. Ой, дурак. Ай-яй-яй. Вот это я прикололся. Молодец, Саня. Молодец. Ладно, но одну монетку я пролюбил. Я хочу сделать этого. Берсерка в 3 звезды. У меня есть 3 яйца. Если придет ко мне 3 берсерка, то я смогу его сделать в 3 звезды. Вообще будет топово. Ладно, вернемся к предметам. Сейчас давайте мобов сначала заберем. Посмотрю, что там за реликвия будет, чтобы не отвлекаться. А потом все остальное. Да. И реликвий, по сути, больше и нет хороших. 2 Зевса пришло, спасибо. О, блокировка синергии. В принципе, блокировка синергии пойдет. Заблокируем, наверное... Можно убийц заблокировать, чтобы они мне не мешали. В принципе, они мне не нужны. Но я магов заблокирую, кстати. Магов заблокирую, потому что тут инвокер, Зевс, они мне не нужны будут в текущей игре. Плюс Джекира еще есть. То есть магов заблокировал, нормально. Считаю топчик. Антимаг не идет. 2 дизраптора, спасибо. Но они мне не нужны. Не, ну можно было бы, но они мне по факту не нужны. Мог уже сделать антимага себе в 3 звезды. Как бы он наваливал. Ладно, пусть пока будет дизраптор. Может быть, пригодится. Посмотрим в дальнейшем, как оно будет. Берсерк. Берсерк, естественно, берем. Я вообще хочу омников 2 звезды. Если что, в омников 2 звезды можно будет закинуть агоним. Как же там будет очень больно чувачкам. Кстати, вот так поставлю все-таки. Я думаю, что омник будет намного лучше. Все-таки омник еще и дебафы скинем. О, отлично! Вот хорошо, что я поставил сейчас себе омника. Просто скинул себе без руш. А, антимаг 2 звезды. На уровне с берсерком 2 звезды. Хорошие предметы у Марка там. Так, нормально. Берсерк! Ай-яй-яй-яй-яй, дай, пожалуйста, еще одного берсерка. Пожалуйста, пожалуйста. Яйцо, либо берсерк. И все, пожалуйста. Чтоб красиво было. Просто мне нужно сейчас берсерк, либо яйцо. И все. И мы будем имбой. Так вот, вернемся к предметам. Все, соответственно, от вашей ситуации. То, что вам надо, вы, соответственно, должны накидывать. Вот в текущей ситуации у Марка есть омник. И вот против омника мне надо найти перчатку 5-го тира. Вот перчатка 5-го тира в этой игре будет самым топовым предметом, потому что я буду наносить чистый урон с топоров. Но минус в том, что я не буду хилиться. Но, в принципе, мне это особо и не надо будет. Мне нужно будет много урона. Потому что топоры будут накидывать урон, берсерк будет накидывать урон. И вот, кстати, если я соберу его в 3 звезды, я агоним перекину в другую фигуру. Скорее всего, это будет либо антимаг, либо омник, либо тайт. Там надо будет ситуация отталкиваться. Но давайте так. Я называю вам топ предметов, как обычно, а там по ситуации. Маска 5-го тира топ, бессмертие топ, молнии 5-го тира вам не нужны, криты нужны. Кираса. Неплохой предмет пойдет, если у вас там убийцы, либо много физического урона, то есть Кираса пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, берсерк в 3 звезды. Здорово. Хе-хе. Ну что, ребята, контент пошел? Контент пошел.
В антимага закидываем аганимчик. Сейчас будет антимаг взрывать. Берсерк будет подкидывать. Вот. Что еще из 5-го тира такое отлично? Рапира. Шикарно на самом деле будет заходить, потому что топоры будут много урона накидывать. Но как всегда, рапира это риск. Поэтому если вы уверены в своем столе, если у вас есть защитные герои по типу Омника, либо же у вас есть просто предметы защитные, БКБ, Бессмертие, Наследие Духа Огня, то рапиру можно брать. Там урона будет, закачаешься. Под перчатка 5-го тира там куски такие отрывать начнешь, что ну его в баню. Тут мы запомнили. Ну, в принципе, все. Вот из таких вот предметов 5-го тира там больше особо вам и не надо. То есть давайте подведем еще раз итог быстрый, без объяснения, что куда к чему. Перчатка 5-го тира, маска, бессмертие, криты, рапира. Все это топово. Там бабка в 3 звезды, вот это вот плохо. Кираса еще топово. А вот это вот проблема, то, что там бабка в 3 звезды. С Омником. Вот это, мне надо будет по-любому здесь перчатка. Хочешь, не хочешь, перчатку надо брать. Либо если тайт у меня будет в 2 звезды, и если Марк не найдет себе Аганим. Ой, Аганим. БКБ. То я закину Аганим. Хотя подожди, у меня есть антимаг. У меня антимаг может эту бабку зафармить на одном дыхании. Поэтому в принципе, зачем мне что-либо париться? Поставлю себе антимага и все. Он антимаг, смотри, как взрывает. Ну, балансный герой. Просто балансный герой. 13 тысяч урона. Это еще посоха 3-го тира в нем нет. Типа, у меня стоит на столе берсерк 3-звездочный, он наносит меньше урона, нежели антимаг. Вот это я понимаю баланс. Учитесь, ребята. Мне на самом деле эти бусы уже не нужны. Ладно. Я еще подумал о том, что можно было бы обезоруженно идти, но такое. Из 4-го тира какие топовые предметы? Арчит. Неплохой предмет, но не самый важный. БКБ. Топ предмет. МКБ. Топ предмет. Ну все, в принципе, из 4-го тира ничего такого особого мне не надо. БКБ, МКБ, арчит. Все. Все остальные предметы вам вообще не нужны, по сути. Из 4-го тира. Оп, БКБшечка. Здорово. Все дебафы себя буду скидывать. Никакой обезоружь мне теперь не страшен и тому подобное. Все. Можно искать предмет 5-го тира. Надо перчатка. Дай перчатку. Рапира и маска. Я бы взял сейчас рапиру, но там огромный марк. Он может мне своей бабкой спокойно вынести. Мне нужен чистый урон, но я, наверное, возьму все-таки маску. Сыграю более на гарантию. Маска, в принципе, будет неплохим решением. Даже шикарным решением будет. Так, яйцо здорово. Яйцо в Омника закину, потому что дам себе физическое и магическое сопротивление 50%. Плюс подхил, плюс дебафы скинет вокруг по области. Короче, потянет время нормально так. Там перчатка чистого урона. Ой-ой-ой-ой. Вот это вот плохо. Это очень плохо, что там такая бабка с чистым уроном. Мой Омник бесполезен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прикинь, вот это он мне оторвал табло. Вот это я понимаю. Вот это да. Кайф. Ладно, волшебники мне не нужны. Ставим квапу. Может, обезоружный кинет какой-то и будет получше. Я, блин, Аганим мне. Ну, нет смысла Аганим в Омника закидывать. Хотя, может быть, и есть. Ну, перчатка чистого урона меня спокойно снесет. Да не, Аганим все-таки лучше в антимаг завернуть. Если тайда в 2 звезды соберу,
то я думаю, будет поприятнее. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас надо бабку поймать. Так, на прыжке поймал, отлично. Ай-яй-яй, боже, как она мне табло отрывает. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто стан Тайда все заруинил. Прикиньте. Стан Тайда все заруинил. Ну, это будет легендарная битва. Это хотя бы интересно. А что ж такого мне сделать-то? А мне еще и предметов не хватает, чтобы... Может, БКБ закинуть сейчас в антимага. И пусть антимаг эту бабку пылесосит. Фармит ее. Тут еще и тает у него в 2 звезды. Вот чисто на самом деле... Ладно, будем сейчас ловить бабку его. Тут проблема в тайде, понимаете? Тайд дает стан. Вот, все, у меня антимаг стоит АФК, и я ничего не могу сделать. Ой-ой-ой! Как же антимаг ее только что форманул. Короче, это мой туз. Это мой козырь. Не знаю, мне сейчас, если честно, хочется закинуть БКБ в антимага и ловить эту бабку. Больше мне ничего не хочется. Это было жестко. Надо антимага, короче, в 3 звезды собирать. Перекидывать агоним в Тайда. Чтоб Тайд тоже у меня станил на очень долго. Тянул время и все. Но это было красиво. Я, кстати, Рики поставлю вместо Квапы. Смотрите, сейчас. Это гениальное решение сейчас будет. Смотрите, что сейчас будет. Ставим Рики. И все. Тайд не кастует, Омник не кастует. И я его разрываю. Отлично. Все, теперь самое главное ловить Тайда. Самое главное ловить Тайда. Не настолько даже проблема этот Омник и тому подобное. Тайда. Вот надо ловить Тайда. Ловлю Тайда на Рике, все. Не могу говорить. Точно, я и забыл за этого Рики. Это ж гениальное решение. Хорошо, что я им сейчас только вспомнил. Но на самом деле прикол то, что антимаг в 2 звезды наносит сейчас больше урона, чем берсерк в 3 звезды. Сейчас, если посох 3-го тира упадет, то это забейте. Это будет разрыв. Ладно, вернемся к тому, что предметы 3-го тира на берсерка какие хорошие. Мифриловый доспех, соответственно. Дальше по ситуации надо отталкиваться. Если же у противника инсектоид, то двойные клыки. Наследие духа огня тоже неплохой предмет, потому что берсерк сам по себе он довольно-таки сильный. Шар бездны, соответственно, против магов. Бусы, чтобы чисто хилиться. Гиперстон такой, это сомнительный предмет, на самом деле, гиперстон, тот, который дает скорость атаки. Ну, такое. Мне не очень нравится на берсерка, потому что у берсерка, на самом деле, очень много скорости атаки и без этого. Отлично будет смотреться очищающая сфера, потому что выключишь синергию. Да и, в принципе, все. Из 3-го тира особо нам много и не надо на берсерка. Тайду 2 звезды, здорово. И чисто тайдуха идет. Сейчас буду, короче, делать ход конем. БКБ нашел на бабке. Вот это плохо. Но я сейчас буду делать хоть конем. Ему на самом деле надо БКБ закинуть в Тайда. Потому что я сейчас буду Рики ставить и все. Если он не поставит БКБ в Тайда, то это забей. А это, по-моему, забей. По-моему, это GG. Все, Тайд не кастует, Омник не кастует, и я разрываю. Кстати, классно. Вайпера замедление работает сквозь БКБ. Он меня снесет? Он меня снесет, прикиньте. Наследие духа нашел. Надо искать предмет 5-го тира. Не снес. Отлично. Кираса. Ну, Кираса такое, но, блин. Есть еще и один агоним. Ну, такое. Не.
Бессмертие. Пойдет бессмертие. Короче. Если он закинет Аганим в Тайда, то, скорее всего, меня будет сносить. Потому что самая главная проблема это Тайд. Ну тоже, я не шикомлыт, я закину все предметы в антимага и буду его просто взрывать. Это такой абсурд. У меня антимаг 2 звезды. И ты кайфуешь, сидишь. И вот, кстати, по поводу предметов второго тира на берсерка. Жетон отступник, естественно, топовый предмет, если против вас есть тролли, либо воины. Также хороший предмет мом, вообще шикарно, если что. Ну а дальше все ситуативно. Плащ-пальто, который 50% магического сопротивления дает. Ну и тому подобное. Там особо ничего. Из первого тира, ну, я считаю, что предметы на скорость атаки ему не нужны. Но если вы играете не через троллей, то, соответственно, можно брать. Ну все, это ГГ. Вот насколько... Я тупо законтрил его Тайда и все, и забей. Но и антимаг в 2 звезды лучше, чем берсерк в 3 звезды. Как вам этот абсурд? Но этого героя не надо нерфить. Ни в коем случае не надо героя этого нерфить. Не надо. Да. Да. Да, это жестко. Повезло с перчаткой, конечно. Очень много урона накидывал. Но если бы на самом деле он на бабке не нашел себе перчатку, мой бы антимаг с Агани... Ой, антимаг. Мой бы омник с аганимом бы разрывал бы его в пух и прах. То есть он бы наносил мне 70% урона от своего. Даже то, что он там мне дебаф брони делает, омник бы очень часто скидывал бы этот дебаф. То есть, короче... Берсерк хуже. Берсерк в 3 звезды хуже, чем антимаг в 2 звезды. Кайф, кайф. Ладно, давайте быстро подведем итог по предметам, которые топовые. Потому что я сейчас отвлекался на игру. И чтобы было понятно, потому что, ну, как по мне, такая неинформативная игра получилась. Ну, зато кайфовая, прикольная. Предметы 5-го тира. Маска, кираса, бессмертие, криты, аганим, рапира. Перчатка сказал? Перчатка, да. Вот, это топовые предметы. Из 4-го тира. Естественно, МКБ, БКБ, очищающая сфера. Больше особо там предметом, но вам оно не надо. Ну, ни кольцо 4-го тира вам не надо, ничего такого. Из 3-го тира мифриловый доспех, чтобы скинуть с себя без оружия, дебафы всякие и тому подобное. То есть таргетную какую-то жесткий дебаф в себя скинуть. Условно там хекс, башер и тому подобное. Наследие духа огня, чтобы просто 2 раза этого берсерка забирать. Двойные клыки, если против вас инсектоиды, либо куча дублирующихся фигур. Вообще шикарно будет заходить, потому что там топоры такое количество урона будут вносить, что ну его в баню. Гиперстон, ну если только не играете через зверей условных. Под зверей, кстати, берсерк отлично смотрится. Очищающая сфера, ну это естественно, чтобы всяких там гритеров законтрить, там всяких богов отключить и тому подобное. Шар бездны. Неплохо, если против вас есть магия. Ну, то есть пойдет. Что еще такое? Бусы. Ну, если отхил нужен, можно взять. Ну, а так, не критично. Дезолятор тоже, кстати, неплохо. Но сразу говорю, дезолятор не работает на топоры. Работает только на первую цель минус броня. Из предметов 2-го тира. Жетон отступника, плащ-пальто, жетон на возврат урона, мом, молнии. Все, вот это вот топовые предметы. Из 1-го тира это палка, меч, броня, хпшка, минус броня и медальон. Все. Вот это вот такой вот топ предметов. Дальше все это ситуативно. Под ситуацию берете. Я дико извиняюсь, что я там в течение игры, ну так знаете, обрывками давал информацию, потому что я сосредоточился на игру, мне надо думать было по игре, что мне дальше делать, как это контрить, как тут поступить и тому подобное. Вот просто я мог сейчас с вами заговориться полностью за предметы, начать рассказывать за того же самого берсерка, и по итогу я мог бы проиграть игру, если бы не вспомнил за Рики. Но тоже, Марк здесь сделал ошибку, то, что он БКБ не положил в Тайда. Вот этот вот Тайд давал ему промежуток времени, чтобы забрать весь мой стол. У него бабка нормально так накидывала. То есть я на самом деле думал, что под бабку перчатка так себе смотрится, а по итогу нормально смотрится. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. А также не забудьте подписаться и на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.